Мы отправляемся на северо-запад Аргентины в наше 10-дневное путешествие по провинциям Сальта и Хухуй. Арендуем машину и прокатимся вдоль Анд по тем местам, где до сих пор живут настоящие индейцы. Увидим красные скалы, как на Гранд-Каньоне, поднимемся на высоту 4200 метров, где обитают горные гуанако. Попробуем соль прямо из солончака и все это покажем вам. Приготовьтесь, будет интересно. В Аргентине много популярных маршрутов, но Сальта и Хухуй как будто бы не в самом топе, а очень зря. Сейчас мы покажем вам часть невероятного путешествия, чтобы вы тоже заразились этой красотой. Идем сейчас на посадку, наш самолет. Вот нас задержали рейс где-то на час, но все нормально. Потом резко такие хопы, начинают всех очень быстро сажать. Мы ездили в эту поездку в марте 2024 года и наснимали сотни гигабайт видео. Разобрать это все было просто страшно, а надо еще смонтировать в один ролик. Но такие невероятные места невозможно оставить без внимания, поэтому мы сделали это. Поставьте лайк и напишите любой комментарий, чтобы поддержать нашу работу. Наш путь начался с аэропорта Эсейса в Буэнос-Айресе, и после двухчасового перелета мы приземлились в Сальте. Последними выходим из самолета. Короче, прикол, вон эти, пашня рядом, трактора стоят. Прилетели в провинцию. Аэропорт действительно маленький, и пройдя 30 метров, мы оказались на выходе. И сразу классная история, что дно от коляски у нас потеряли где-то в самолете, и на багаже мы его не получили. Но в итоге вот спустя 15 минут поисков они что-то там где-то ее отковыряли в самолете, видимо. И все получилось. Это вот такой аэропорт в Сальте. Симпатичный. Добраться до города можно на автобусе или такси. Мы взяли 2 машины, так как с нами были еще друзья с ребенком. Такси работают по счетчику, но у наших друзей итоговый счет оказался в 1,5 раза больше, чем у нас. Здесь таксисты тоже умеют накручивать стоимость. За поездку мы сменили 5 вариантов жилья, но обо всем по порядку. Заходим. Смотрите, вот такая кухонька. Это обеденная зона, и там какой-то красивый вид. Вау, вот это да! Блин, офигеть! Вот они на Airbnb не умеют, конечно, снимать квартиры, я вам хочу сказать, потому что я думала, что будет чуть-чуть не так. Так, вот это тут у нас одна спальня, вот это 2 спальня. Получается вот так вот. Ну и там тоже такое окна в пол. Красота вообще. Сейчас мы будем кидать жребий, чтобы узнать, кто в какой спальне будет спать. Сейчас ждем ребят, приехали на такси, просто на разных ехали. Будем тут заселяться и пойдем гулять. В жизни квартира выглядела гораздо лучше, чем на фото, а цена была всего лишь $19 за ночь. После заселения мы пошли в сторону торгового центра за продуктами. Нас интересовал именно гипермаркет Хумбо, чтобы закупиться едой на пару дней в дорогу. Мы сейчас пришли в гипермаркет Джумба. Или Хумба. Он, короче, безумно огромный, и такое чувство, что он тут один на всю Сальту, потому что людей тут просто очень много. Я попытаюсь заснять вам очередь, вот, показать, насколько тут огромная очередь, но это просто капец. Вот эта вот очередь, это огромная. Вот там вот она где-то заканчивается, вот там это очередь на касса самообслуживания. Вот это все очередь. Это же жесть. Короче, в первый день мы только прошлись чуть-чуть по улицам, дошли до магазина, и пока мы стояли там в этой огромной очереди, уже, естественно, стемнело. И сейчас мы идем немножко такое, знаете, жим-жим, потому что уже темно, и, город видно то, что беднее, чем Буэнос-Айрес, и плюс не очень удобно здесь, знаете, для колясок, это именно нам, как с детьми, для колясок не оборудованы вот эти вот пандусы, и дороги такие часто разбитые, именно пешеходные. Конечно, капец как неудобно. Вот
бежим домой, пытаемся добраться. Единственный плюс, который мы сейчас заметили, это очень классный вид на звезды. Вот это прям супер. А все остальное нам пока как-то не сильно нравится. Мы просто рассматривали Сальту для жилья, но в итоге как-то пока вот первый день не сильно впечатлил, но, знаете, именно по сравнению с Буэнос-Айресом. В Буэнос-Айресе как-то побезопаснее кажется и, получше там, как минимум с дорогами. В следующий день мы начали с прогулки по городу. Мы жили недалеко от центра, поэтому первым делом отправились на главную площадь. Это площадь 9 июля, сердце города. Здесь огромное количество туристов со всей Латинской Америки, продавцов и попрошаек. Вокруг сплошной рынок, как в любом туристическом месте. А вот и кафедральный собор. Невероятно красивый, особенно внутри. Он является выдающейся достопримечательностью мирового уровня и находится в самом центре города. Его начали возводить еще в XIX веке на месте старой церкви, которая была разрушена во время землетрясения. Вообще, Сальта – один из самых колониальных и, по мнению многих аргентинцев, самых красивых городов страны. Ее даже называют Сальта-Лилинда – Сальта-красавица. А это базилика и монастырь Святого Франциска. Первое здание построили в 1625 году, но из-за малой прочности конструкции на его месте возвели новый храм спустя 49 лет. Этот храм пережил несколько серьезных пожаров. Новый храм был объявлен национальным историческим памятником в 1941 году. Здесь есть небольшой музей, библиотека и исторический архив с редкими изданиями. Обязательное место для туристов и жителей Сальты, чтобы понять историю города. Пройдя по центральным улочкам, мы отправились в сторону канатной дороги. По пути увидели также много интересных мест со своей историей. Например, женский монастырь Сан-Бернардо. Это монастырь закрытого типа. Недалеко отсюда расположен парк Сан-Мартин и фуникулер, на котором можно подняться на холм Сан-Бернардо. Это место обязательно стоит посетить, так как с вершины холма открывается панорама на весь город. Что, мы сели кататься в канатку, и я тебя покажу. Класс. Жарко, не могу. Да, жарко, но очень красиво. Герман уснул. Вот, купили мне шляпу. Короче, сегодня Сальта открылась с какой-то новой стороны. Мы гуляли уже по центру, и как-то все так колоритно, красивенько. Вот, вчера так ходили, чувствовали себя как-то опасненько, но, знаете, такой более спальный район. А вот сегодня прям прикольно. Я показывает знак. Он просто вот так вот высовывался, а оказывается нельзя, и я так и стою. Поднялись мы наверх. Здесь, во-первых, чуть прохладней, чем внизу. Нет, как, знаете, запаха машин, то есть, вот как будто бы ты поднялся прям в горы. И сбоку тут есть небольшой рыночек, есть кафешки, как-то прикольно, так все облагорожено. Рынок совсем небольшой, но он просто забит сувенирами на любой вкус. Цены на большинство товаров нам показались очень дешевыми. Хотя это туристическое место, и такое бывает, но очень редко. Вершина холма – это большой зеленый парк с каскадами фонтанов, по которому очень приятно гулять в жаркую погоду. А жара и правда стояла невыносимая, хотя мы ездили в марте. Здесь это уже осень. Затем мы пошли в кафе с кондиционером и с панорамным видом на город. Идеально. Еда там обычная, но посидеть передохнуть, попить кофе или лимонад на вершине точно стоит того. Ну что, все посмотрели и отправляемся на канатки обратно. Внизу уже на выходе из канатки снова ярмарка. Это большой крытый рынок с местными сувенирами. Выбор везде примерно одинаковый. Прикольно, он как типа Домбай, только на свою атмосферу. Ну да, рынок крытый.
Рядом красивый облагороженный парк с лавочками и высокими пальмами. В центре парка большое озеро с фонтаном – Лаго Парке Сан-Мартин. Как и в парках Буэнос-Айреса, здесь спокойно разгуливают разные птицы типа уток или попугаев. В ясную погоду здесь почти всегда можно увидеть радугу, потому что струя фонтана бьет на 15 метров, и капли воды распыляются по всему парку. Прямое включение с парка в Буэнос-Айресе. У нас сейчас весна, и такие красивые розовые, фиолетовые деревья растут. И у меня для вас есть классная новость. Я собрала путеводитель по нашей поездке в Сальто и Хухуй. В нем есть вся информация о том, в какое время лучше ехать, как снять машину без кредитной карты, все места, которые мы посетили и даже не посетили, много другой полезной информации. Путеводитель мы разместили на Boosty и Patreon, и также мы туда будем размещать другие полезные материалы. Если хотите поддержать работу нашего канала, то можете просто подписываться. Ссылки в описании. У нас сегодня третий день нашего путешествия. Взяли машину в аренду. Вон там ребята пошли ее пригонять. Мы пока ждем. Вот, и дальше будем вам все показывать. Так, вот выселяемся с первой квартиры. Загружаем вещи в машину, арендовали машину. Он уже там упакован. То как-то вот так выглядит. Сейчас еще коляски положим и все, и поедем. Вообще оказалось, что Сальто очень даже безопасный город. Местные еще более расслаблены, чем в Буэнос-Айресе. Как сказал парень, который сдавал нам машину, люди не боятся за свои вещи. Он даже оставил сумку на капоте машины, показав, что ее никто не будет воровать. Для него это обычное дело. Мы так, конечно же, не рисковали. Но сложилось впечатление, что здесь действительно безопаснее, чем в столице. Остановились здесь чуть передохнуть по пути в Кафаяте. Это река Росарио, реально розовая. Сейчас попробую немного спуститься поближе к речке. Вначале путь был не самым живописным. Вокруг обычная степь с полями и рощами. Постепенно начали появляться холмы, которые переросли в скалистые горы. Когда мы подъехали к подножью Анд, пейзаж сильно изменился. Это настоящий восторг. Первая остановка – Кебрада де лас Кончас, также известная как Кебрада де Кафаяте. Это живописное ущелье в провинции Сальто протяженностью 83 километра вдоль национальной трассы номер 68. Место знаменито своими яркими красными, оранжевыми и фиолетовыми скалами, сформированными миллионы лет назад под воздействием ветра и потоков воды. Ой, ух ты, бляха, секс какой! Паша, посмотри на дорогу, Да я смотрю. Кстати, дорога полностью асфальтирована и подходит даже для небольших машин. Лучше ехать днем, чтобы не упустить красоты. А еще по пути почти не ловит интернет, так что лучше заранее загрузить карту. Следующая наша остановка по пути – Глотка Дьявола, Гарганта дель Диабло. Приехали мы в место, называется Глотка Дьявола. Это вот такая вот расщелина в скале. Сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Итак, это огромная трещина в скале, напоминающая гигантскую глотку, уходящую вверх. Вершины почти сходятся, а внутри звучит эхо. Когда заходишь внутрь, чувствуешь себя действительно крошечным. Кстати, в Аргентине много мест с таким же названием. Посмотрите наше видео про водопады Игуасу. Главный водопад тоже называется Глоткой Дьявола. Дорога вьется среди фантастических пейзажей. Из-за цвета гор кажется, что мы на Марсе. Многие объекты по пути находятся под охраной закона. Здесь запрещена любая деятельность, угрожающая экосистеме. Нужно соблюдать правила. Не оставлять мусор, не забираться на скалы без разрешения, не срывать растения. Недавно как раз была громкая история, где туристам выписали огромные штрафы за то, что они написали что-то зеленой краской на скалах. Дальше по дороге виды стали меняться,
и вместе с красными скалами появились зеленые горы и ручьи. Иногда эти ручьи становились полноводными и местами даже заливали дорогу, поэтому будьте внимательны в дождливую погоду. Потоки воды с грязью могут быть реально мощными после сильного дождя. Теперь пейзаж дополнили виноградники, и чем ближе к Кафаяте, тем их становится все больше и больше. Вот мы и доехали до Кафаяте. Это небольшой городок, окруженный горами и виноградниками. Сразу становится понятно, тут не нужно спешить. Просто гуляешь по узким улочкам, заходишь в кафешки на площади и наблюдаешь, как живут местные. Здесь производят вино. Особая гордость Кафаяте – это тарантес, ароматный сорт винограда, которого больше нигде нет. Вино из него получается терпкое и с характером. С дороги мы сразу заселились в дом, который сняли на 2 дня. Давайте посмотрим вместе, что там внутри. Это зал с камином, гостиная, совмещенная с кухней. Сразу видно, здесь явно жили хозяева. Иногда интересно останавливаться в таких местах, а не только снимать жилье, сделанное специально для сдачи. Этот дом пропитан историей, и можно лучше погрузиться в атмосферу этих мест. Далее летняя кухня, зона с паришей и бассейн. Вода, кстати, не очень теплая, несмотря на жару вокруг. Здесь первая спальня и такая же вторая. И уютная ванная комната. Пойдем прогуляемся по городу. Здесь повсюду такие очаровательные маленькие домики. Совсем рядом находится местная больница. Вообще, этот город состоит из небольших домов, и иногда кажется, что гуляешь по европейским улочкам или где-то на курорте. Это главная площадь города, на которой находится кафедральный собор Россария. По преданию, именно ее заступничество помогло жителям долины в тяжелые годы засухи и болезней, поэтому к ней обращаются с молитвами о дожде, урожае, здоровье семьи и оставляют бутылочки с вином как символ благодарности. По пути в Кафаяте мы видели пару классных мест, поэтому решили сейчас туда вернуться, чтобы посмотреть, как они выглядят на закате. Это было лучшее решение. Вы только посмотрите. Проснулись, позавтракали омлетом на бассейне и отправились к водопадам Рио-Колорадо. Это совсем рядом с Кафаяте, можно пешком дойти при желании. Это наш первый поход в горы с маленьким ребенком, и, если честно, мы вообще особо не подготовились. Я даже пошла в платье и кроксах, но вроде сказали, что подъем несложный, и что мы пойдем не до конца маршрута. Мы сейчас приехали в такое прикольное место. Вот, идем к водопадам. Когда подъезжали, нам сказали то, что нужно оплатить проход, и с нами будет гид. Типа по-другому никак не получится. Капец, меня Вот это так идем. раздражает. Илья говорит, за ручку, что ли, ходить. А ребята наоборот. Сад вот этот. Утренний, Ребята наоборот, что слюнявчик. безопасней. Никогда я таким не занимался. Угу. Пол Кавказа У объехали. нас, короче, вдруг во время путешествия одному одно что-то не нравится, другому другое что-то нравится. Ой, ну красиво, конечно, вообще. Я забыла взять этот кенгуру. Это я же теперь таскаю. фаталити просто.
Местами нужно переходить через реку и мочить ноги, но гид нам помогал, и все быстро сохло, потому что погода была очень жаркая. Ты что? За колючку схватился, кровь течет. Серьезно? Он вытекло уже все. Как ощущение, да. Я чуть не пересрала, конечно. Я тоже. Мы не ожидали такого. Ну что, мы наконец-таки спустились. Что могу сказать, безумная, конечно, красота. Я сначала не хотела идти, думаю, уже столько водопадов видела. Вот, что там смотреть, но на самом деле красиво. Вот, но с малышами немножко тяжеловато. Мы как бы-то уже приучены, ребята, вот, поэтому мы, в принципе, прошли хорошо, но, не знаю, надо прям идти очень аккуратно и брать с собой эрго-рюкзаки обязательно. Если идете без малышей, то вообще мы ходили только на первые 3 или 4 водопада, типа легкого уровня. Вот. А если без малышей, то будет классно, мне кажется, еще подняться прям повыше и посмотреть здесь все водопадики. Для нас было прикольно походить с детьми. Это новый опыт. Увидели много кактусов по пути, подышали свежим воздухом и вообще немного вспомнили, что такое горная прогулка. Ведь раньше возили людей на Кавказ. На самом деле нам этой движухи очень не хватает. Это очень интересно, но всем по расписанию. Дальше мы отправились в сторону Лос-Колорадос. Это еще одно красивое место неподалеку, которое можем посоветовать. Идеальное место, чтобы посмотреть и пофоткаться на фоне марсианских пейзажей. Так, выехали немного из Кафаяты, специально, чтобы добраться до этих красных гор. Настоящая Невада, просто красные скалы. Обалдеть, я никогда такого не видел. Здесь легко представить себя героем вестерна или каким-то исследователем. Все вокруг ярко-оранжевое и тишина. Только слышно шум ветра. Главное не надевать сюда белые кроссовки, а то они очень скоро превратятся в цвет скал Лос-Колорадос. Нашел, дырку. Сейчас полезу. Опа. Полезу туда. Схожу подальше куда-нибудь. Опа. Можно залезть повыше, чтобы увидеть эти красоты свысока. Вот эти все растения очень колючие. И они прям колятся как-то незаметно. То есть ты просто идешь, чуть-чуть зацепляешь его, и потом смотришь, у тебя огромная капля крови висит на ноге. То есть оно как-то, может, супер тонкие какие-то эти штуки. Дальше мы поехали в знаменитое место, которое есть на всех путеводителях. Здесь дорога уходит вдаль, на горизонте огромные горы в несколько рядов. Хоть на календарь печатай. Рядом, конечно же, винодельня и аутентичная лавочка для отдыха.
Далее с закатным солнцем мы отправились домой ужинать и готовиться к следующему дню. Если вы также планируете переехать в Аргентину, то эта информация будет полезной для вас. Мы запустили свой гайд о жизни и легализации в Аргентине. Информация из гайда поможет вам собрать документы, подготовиться к переезду, переехать сюда, начать жить, легализоваться и даже получить свой паспорт. Гайд мы разместили на сайте, что очень удобно, потому что он всегда будет у вас под рукой. Ссылка на гайд находится в описании. На следующий день мы поехали обратно в сторону Сальты. По пути заехали на бархан Лос Меданос. Так, это мы добрались до бархана. Типа бархан Сарыкум дагестанский, только аргентинский. На самом деле это небольшой участок с песком, и его необычно видеть посреди этих мест. Песок белый и очень мягкий, настоящий пляж, только нет воды. Это такой песок блестящий. Я долго искала, где можно посмотреть альпак, так как мечтала их погладить. Пока ехали, на карте нашла точку с фотками альпак, поэтому мы все вместе отправились туда. Так хотела посмотреть альпак. Мы вот приехали на ферму. Вот странно как-то то, что на картах оно вообще не отражается как ферма альпак. Там просто написано конные прогулки. Вот, мы приехали, там кони были, ну, где-то чуть-чуть подальше. А сбоку именно ферма, и вот тут вот кутя-кутя. Альпак. Такая вот здесь ферма. Там ребята с альпаками. А вот там вот малыши. Малыши плескаются в бассейне. Здорово. Здорово, альпака. В итоге мы не поняли, это альпака подстриженная или лама. По расцветке похожа на альпаку, а по вытянутому лицу на ламу. Сразу видно, что в ламах мы не разбираемся. Чего вы отвернулись? Здравствуйте, здравствуйте. Но в моменте все равно обрадовались. Посмотрели и потрогали мягких животных. Ферма бесплатная. Точнее, кроме 2 детей, купающихся в бассейне, мы никого больше не нашли, чтобы заплатить. Дальше мы просто ехали и по дороге искали интересные места на карте, куда можно заехать и остановиться посмотреть. Недалеко от фермы мы увидели точку под названием Ла Вентанита. Так, приехали к очередной скале Ла Вентанита. Особенность в том, что в ее центре есть большое отверстие в виде окна, поэтому и название Ла Вентанита. Вот, сейчас туда залезем, посмотрим. Здесь такая красная земля. Жарко нереально, просто вообще жесть, как жарко. Нам показалось, что между Кафаятой и Сальтой самые высокие красные скалы. И такие необычные красоты в целом редко где можно увидеть. Это невероятно, насколько разнообразна наша планета. Можешь в него выглянуть? Маленькая? Да. Иду. Решил спуститься по необычному маршруту. Вот эти окна. Это одно, вот маленькое. Здесь еще вот. Я уверен, что здесь во время дождя речка течет вот оттуда. И вот здесь вот идет ручей, потому что здесь сейчас очень мокро. Вчера шел дождь, очень много дорог размыло. И здесь вот видно, что текла вода. Да.
Красиво, конечно, очень необычно для нашего как бы взгляда. Вот это все видеть. Красная земля, зелень, вот эти травы с колючками. Так, здесь надо прыгнуть. Опа, опа. Все, идем назад. В целом дорога очень хорошая, но местами встречаются отремонтированные участки, поэтому ехать нужно аккуратно. Вокруг пересохшая земля и почти пустыня, но когда идут сильные дожди, то просто в любом месте может образоваться река, которая смывает дороги и покрывает все грязью. После чего приходится приезжать спецтехники и разгребать эти завалы, чтобы обычные машины могли проехать. Как раз перед нашей поездкой прошли дожди, и поэтому мы бывало останавливались и ждали, пока трактор все расчистит. Место называется Эль Вагино. Выходить не будем. Все, поехали отсюда. Тут вокруг столько видовых мест, что очень хочется остановиться и выйти буквально на каждом повороте. Но с маленькими детьми это сделать невозможно, поэтому поснимали на ходу. А это амфитеатр. Высота стен около 20 метров. Они полукругом поднимаются над площадкой, создавая идеальную акустику. Звук отражается так, что можно услышать даже шепот или гитару без усилителей. Музыканты часто приезжают сюда играть на гитаре, петь или исполнять народные мелодии. Иногда можно попасть на небольшие импровизированные концерты прямо среди туристов. Вообще путешествие на машине – это, конечно же, классная идея, но нам уже хотелось отдохнуть, потому что дорога занимает много времени и с детьми сложно ехать больше 2-3 часов. Поэтому мы решили чуть свернуть с маршрута и заехать на озеро Кабра-Кораль, чтобы 2 дня передохнуть и без спешки насладиться видами. Мы особо нигде не видели информации про это место. Просто нашли интересный отель по фото на карте и решили рискнуть, не зная, что нас ждет. Кабра-Кораль – это искусственное водохранилище и дамба на реке Хураменто. Хотя по ощущениям кажется, что это настоящее озеро с полуостровами. Говорят, что здесь популярное занятие – это рыболовство. В озере водятся дорадо, самы и другие виды рыб. После долгой дороги это идеальное место, чтобы отдохнуть. Мы вообще не ожидали, что здесь такая красота и спокойствие. Что, мы приехали в нашу следующую локацию. Это гостиница на озере Кабра-Кораль. Тут просто уже джунгли. Гостиница называется, кстати, Отель Дель Дик. Название смешное, но это переводится как Отель у дамбы. Так что все нормально. Только посмотрите на этот вид из нашего номера. Отель немного старенький, номера хорошие, чистые, но с небольшими погрешностями, скажем так. Например, кондиционер громкий был и местами не идеальный ремонт. Но территория, бассейн и это ощущение, что ты как будто посреди джунглей, непередаваемо. Мы не видели, чтобы кто-нибудь купался в озере, но здесь распространены прогулки на лодках и яхтах. Можно обратиться к местным и прокатиться по озеру. Также, пока проезжали по дороге, видели разные отели, почти все они находятся на берегу. Так что можно поискать разные интересные варианты, чтобы остановиться здесь.
вечером нас ждал аргентинский шведский стол и завтрак на балкончике. Правда, позавтракать хотели не только мы. Дальше мы пошли купаться в бассейн. Это был несомненный плюс этого отеля, особенно в жару. Еще приятно, что людей практически не было. Март – это не туристический сезон, и нам повезло, что попали и в хорошую погоду, и все зеленое, при этом толп туристов не видели нигде. Это было отличным решением остановиться, чтобы отдохнуть пару дней на этом озере и никуда не спешить. Выезжаем из Кабра-Кораль. По плану добраться сегодня до столицы провинции Хухуй и там переночевать. Ребята забыли фотоаппарат в Сальте. В тот момент, когда мы загружались в машину, сумка с фотоаппаратом осталась под столом в подъезде. Они это обнаружили уже в Кафаяте. Далее было расследование, переписка с хозяевами квартиры. И знаете что? Фотоаппарат нашли, сохранили у вахтера. Кстати, вахтер здесь называется красивым словом «энкаргадо». В общем, фотоаппарат ребятам вернули без каких-либо проблем. Может, реально тут не так уж и опасно? От Сальте до Сан-Сальвадор-де-Хухуй можно доехать по двум дорогам. Одна платная в объезд гор, другая бесплатная через горы напрямую. Трасса на 25 километров длиннее, поэтому мы из интереса решили поехать через перевал. Настолько узкие дороги, что ощущение, что это велосипедные дорожки какие-то. Дорога была очень узкая, из-за густой растительности за поворотами ничего не видно. Местные, как всегда, ездят очень быстро, а мы плелись как черепахи. Это серьезно не самая безопасная дорога, но зато красивая. Куча бабочек. Рой, да. Ехали в сторону Хухуя, и по дороге здесь есть красивое озеро. Ух ты, лошадки! Вот, решили около него остановиться. Сейчас вам покажу, какая тут красота. Она блестящая. Да, здесь на горной травке. Озеро интересной формы. Мне напомнило лист клена. На самом деле это тоже искусственное водохранилище. Называется Лас Мадерас. Кстати, вода была теплая, как молоко, и берег очень ровный и чистый. Как водичка. Она горячая. Да, будем купаться. Блин, вода, я не знаю, что такое теплое. Вообще. Плохо, наверное. Просто жарко, и она стоячая. Вот и все, она прогрелась. Освежились и поехали дальше. Заезжаем в Сан-Сальвадор-де-Хухуй. Так, это мы приехали в наш следующий дом. Это уже 4-е жилье наше в этом путешествии. Это Сан-Сальвадор-де-Хухуй, столица соседней провинции. Приехали уже поздно, заселились. Здесь несколько комнат, 3 ванных комнаты. Вот такая вот у нас здесь зона для барбекю. Качалка даже есть. Даже вот баскетбольное кольцо есть. Естественно, жарим мясо. Закупили здесь в супермаркете мясом. На самом деле дешевле, да, чем в Буэнос-Айресе, дешевле, чем в Сальте. Но это самая крайняя провинция, на самом деле. И она еще и одна из самых бедных провинций Аргентины. Вот, поэтому, возможно, здесь такие цены. Но, кстати, супермаркет очень классный и прям намного выше по качеству обслуживания и вообще по уровню, чем то, что было раньше. Ночью меня немного передернуло. Я вообще очень боюсь всей этой живности, а тут еще и скорпион. Оказалось, что этот не ядовитый был, но пришлось почитать, кто вообще водится в этих окрестностях и что делать, если кто-то укусит. Следующий день начался так. Да пофиг, палец работает. Моем кафаятские грязь. Уже чистенько становится.
Да, это мокрый эффект, она как бы все равно будет грязной, но... Короче, кукурузник рекламный летит вокруг города и по громкой связи рекламирует что-то. Какой-то супермаркет рекламирует акции. Ну что, мы переночевали в Сан-Сальвадор-де-Хухуй и поехали дальше, в высокогорные районы провинции, в сторону города Умауака. Там нас ждал очередной дом, наша новая база на пару дней. Тут уже мы ехали по дорогам Анд, все время набирая высоту. Пейзажи становились немного другими, и вместе с красными скалами начали появляться разноцветные горы. Perfecta, bebé, para mí es de cabeza a los pies. No escuché lo de la gente, bebé. По пути плохо ловил интернет, и мы пытались найти свой домик, который сняли. Вбили в карту название дома и заехали в Телькару. Это тоже небольшой городок в горах. Навигатор показал, что наш дом где-то здесь. Дом реально расположился на верхней точке поселка, почти на скале. Дорога становилась все круче и круче, пришлось даже высадить всех пассажиров из машины. Я чуть не справился с управлением и сел на большой валун задней частью кузова. Хорошо, что хоть не перевернулся. Здесь я понял, что на пустом заднеприводном пикапе с ручной коробкой передач лучше в горы не лезть. В общем, мы доехали до нужной точки, и знаете что? В доме никого не было. Мы пошли узнать совета у местных, так как связь здесь не ловила. Оказалось, что все друг друга знают, и аргентинцы по фотографиям домика сказали, что навигатор завез нас не в ту деревню. И что наш дом имеет точно такое же название, но расположен в соседней деревушке под названием Сумах-Пача. Вот это поворот. Сумах-Пача – это небольшой поселок рядом с Телькарой. Маленький участок на склоне горы, который застроили десятками домов. Дома типичные для этих мест, из бетона и кирпича. Есть несколько ларьков на весь поселок и один автосервис. Наш дом находился также в верхней части поселка, но здесь хотя бы дорога была более ровная. Мы остановились здесь на 2 дня. Отсюда удобно добираться к Солончаку и разноцветным горам. Дом оказался супер аутентичным, очень чистый и приятный. Он просто пропитан местной культурой. Внизу в гостиной все поверхности уставлены фигурками и сувенирами из разных мест Латинской Америки. Завтракать с такими видами, конечно, просто восторг. Несмотря на то, что светит солнце, здесь уже намного холоднее, чем внизу. Мы сейчас находимся на высоте 2600 метров над уровнем моря. После завтрака мы сели в машину и поехали в горы, чтобы посмотреть на Cerro de los 14 Colores, или хребет 14 цветов. Чтобы туда попасть, нужно проехать через город Умауака. Это небольшой колониальный городок в провинции Хухуй, на севере Аргентины. Это своего рода база для путешественников, исследующих север Аргентины. О нем расскажем чуть позже, на обратном пути. Итак, дорога начинается с пересечения реки Рио-Гранде, и дальше едем по долине среди кактусов, иногда даже по пересохшему руслу реки. Кстати, кактусы реально огромные, мне показалось, что они в высоту с 3-этажный дом. Вскоре начинается огромная просторная плато, проехав которое, мы начинаем резкий подъем в гору. Здесь уже встречается много горных гуанако, которые бегают по склонам целыми стадами. Гуанако – это родственники лам, что-то похожее на косулю или оленя, они еще издают забавный писк. Борьба, жизнь борьба. Тут очень много. На минуточку, здесь уже высота почти 4000 метров. В конце долины есть несколько смотровых площадок, с которых открывается вид на эти просторы.
Вот мы добрались до нашей локации – хребет 14 цветов. Забрались на высоту 4350 метров, чтобы посмотреть на цветные горы. Ну вот они, собственно, эти горы цветные. Горы получили такое название благодаря уникальной геологической структуре и разноцветным слоям осадочных пород. Дышать тут уже потяжелее. Вон с собой взяли утеплиться, чтобы пойти туда дальше, посмотреть еще смотровую площадку. Вот. Утеплились, одели панамки и идем смотреть вторую смотровую площадку. Вот тут тоже мы идем пока вниз, народ идет вверх, да, уже в обратном направлении. Все Герману улыбаются, такие типа Кипанита, Келинда. Вот, и он тоже такой, Оля, всем улыбается, а я уже чуть-чуть воздуха не хватает, вот, но в целом нормально. Идем. Вам не кажется, что этот склон похож на заставку из Windows? На такой высоте некоторые из нас начали испытывать горную болезнь. Вообще, высота более 3000 метров для неподготовленного человека может негативно влиять на состояние здоровья. Головокружение, головная боль, одышка – это основные признаки горной болезни. Поэтому, если человек начал чувствовать себя плохо, то его нужно срочно спускать вниз или дать какие-нибудь средства для облегчения симптомов. Взрослым можно пить зеленый чай, он хорошо помогает. Детям мы купили капли от горной болезни. У местных жителей есть традиция жевать листья. Они помогают от горной болезни. Здесь жевать эти листья вполне в рамках закона. Сказать конкретно мы не можем, чтобы наше видео не попало под ограничения. Поэтому, если интересно, вы можете погуглить. Мы видели много людей, которые просто ходят с пакетами этих листьев и жуют их горстями. Итак, мы спустились с гор, приехали в городок Умауака. Да, это вот читается Умауака. Вон там кактусовая долина сзади. Памятник. Вот, и большой рынок всяких причиндалов. Вот таких вот. Центр города сохранил колониальную архитектуру. Узкие улочки, беленые дома, центральная площадь с церковью XVI века. Здесь богатая культура, сильное влияние коренных народов, музыка, анды, праздники и карнавал. Приехали в Умаваку, пошли тут на рыночек, купили вот такие мне сережечки, да, Илья там говорит Умавака, я не знаю, что я не так говорю. Умавака. Умавака, а как? Умауака. Умауака, хорошо, мне кажется, никто все равно не запомнит. Вот. Зато сережки были куплены прямо у такого очень атмосферного индейца, вот. Люблю покупать всякие штучки, чтобы, знаете, были такие на память. А Илья, он купил себе шляпу. Большую. Шляпу какую-то. Да, здесь, конечно, огромное количество разных сувениров. Главное, что все сувениры окрашены в национальные традиционные оттенки. Выглядит как продуманный дизайн-код. Следующее утро было туманным, и вид из окна напоминал нам кадры из вестерна. Мы собрали вещи и отправились в сторону Солончаков. Это последняя точка нашего путешествия, но не по значимости. Теперь мы движемся на запад провинции. С каждым поворотом открываются новые горы и новые цвета. Красные, желтые и даже зеленые. И это именно цвет породы. Также иногда встречаются целые кактусовые рощи.
И еще один факт про эти гигантские кактусы. Они могут жить до 300-400 лет, представляете? Горная порода очень сухая и сыпучая, поэтому кое-где даже обвалилась дорога. Поднялись уже на 800 метров вверх. Нам нужно, получается, переехать целые горы, то есть целый хребет. Едем вот туда, примерно вот через этот хребет нужно переехать, за ним будут Солончаки. Высота уже 3300. Обалденно на самом деле. Красиво здесь. Всякие скалы, обрывы. С каждым километром увеличивается высота и крутость подъема. В конце концов мы просто уперлись в очень крутой перевал. Издалека он казался просто отвесной стеной. Сейчас заедем, вот, эта дорога идет. Вот она туда идет. Решили мы остановиться все-таки перед этой дорогой вверх. Здесь вот такая вот у нас смотровая площадка. Здесь с этой стороны ущелье, вот эта щель большая, и там течет река. Вот, и вот такая вот дорога петляющая. Самая высокая точка этого перевала расположена на высоте 4170 метров. Возле этой метки все фотографируются, но не мы. Это мы оказались на хребте 470. Вот сейчас спускаться будем. В общем, прикол. 20 километров не доехали до Солончаков. Там перекрыта дорога, видимо, какой-то обвал или что-то такое. Сейчас едем в объезд. Нам сказали 35 километров ехать в объезд по вот такой дороге. Вот. То есть надо было вот там просто проехать, а мы сейчас вокруг этой горы вот так вот, походу, поедем. Ну, это, конечно, интересно. Прикольно. Но мы не были готовы к таким приключениям. Да, в итоге нормальную дорогу ремонтировали, и все машины полиция разворачивала на этот объезд. Причем там на съезде стояло несколько огромных туристических автобусов, которые просто не могли проехать и ждали с моря погоды. Вот им реально не повезло. Едем прямо по реке. Объезжаем эту дорогу. Заехали прямо в русло реки. Нам тоже не то чтобы было слишком весело, так как надо было проехать 30 километров по этой дороге и потом еще вернуться, а это плюс 2 часа времени. Дорога пыльная и с очень разным рельефом. Еще приходилось пропускать встречный поток и каждого приветствовать. В целом дорога не совсем ужасная, там спокойно проезжали обычные легковушки. Но в случае внезапного дождя им было бы не сладко. Но вот мы наконец добрались до нашей цели. Солончак нас встретил своим самым лучшим состоянием. Половина Солончака была покрыта слоем воды, это создавало впечатление сплошного зеркала. Salinas Grandes – это очень известное место, которое стягивает тысячи туристов каждый год. Солончак расположен на высоте около 3450 метров над уровнем моря. Это бывшее соленое озеро, которое высохло и превратилось в белоснежную равнину, уходящую до горизонта. Площадь примерно 5250 квадратных километров, одно из крупнейших соляных озер в мире. Сегодня Salinas Grandes – это не только туристическая достопримечательность, но и место добычи лития, важного ресурса для аккумуляторов. Здесь, конечно же, есть туристическая зона, где продают сувениры из соли. Интересно, что даже ларьки и все строения здесь сделаны из соли. Что мы приехали на эту соляную точку. Вот, ребята хотят поехать куда-то дальше. Что мы приехали на такое туристическое место, красивенькое, но Илья хочет
чтобы вообще никого не было, чтобы было красиво и было чисто вокруг белым-бело. Вот сейчас, видимо, поедем. Где отражается небо. Мы приехали уже поздно, и рынок был закрыт, а все гиды собирались по домам. Нам ничего не оставалось, кроме как проехать чуть дальше и заехать на Солончак с другого въезда. Благо, там все открыто и можно спокойно попасть непосредственно на поверхность из соли. Смотрите, куда мы заехали. О! Это, мать его, Солончак. Папа, скажи, смотри, какая красота. Сейчас буду пробовать эту соль. Ой, капец, она такая соленая. Прям как соль. Герман, ты тоже попробовал? Я скажу, тоже деловой парень, да? Снова могу сказать, что это невероятно. Это была главная цель моего сюда путешествия. Да? Да, очень красиво. Тут вообще кайф. Да? Короче, мы на Солончаке буду пробовать соль. О! Капец, она прям такая. Такая соленая. Концентрированная. Прям как будто пачку насыпал. Мы побывали на сухой части, но другая сторона Солончака была полностью покрыта водой. И это выглядит вдвойне невероятно. На обратном пути нам предстояло снова проехать в объезд. Но это ощущалось не так плохо, ведь мы выполнили все намеченные планы. Погода портилась, и небо начало затягивать тучами. Не очень было бы там попасть в ливень. К счастью, все обошлось, и мы вернулись на нормальную асфальтированную дорогу. На перевал опустились облака, что тоже выглядело впечатляюще. Прям такой вот на гору видно. Там уже ничего не видно, просто все А он, видишь, снизу вверх вот так на гору заходит. А мы снова находимся в городе Сальта. Это тот город, с которого начиналось все наше путешествие. Опять заехали в ту же квартиру. Остался последний день. Завтра мы уже пакуем чемоданы и улетаем обратно в Буэнос-Айрес. И хочу сказать, что путешествовать с детьми, конечно же, гораздо тяжелее, чем самостоятельно. Но эти места настолько вообще безумной красоты, что если вы когда-нибудь окажетесь в Аргентине или уже сейчас находитесь тут, то я считаю, что эти места просто обязательно нужно посетить. Все, стоим в аэропорту. Сегодня последний день нашего путешествия. Там льет дождь на улице. Дождь нас дождался, пока мы сюда. Все время было хорошо. Потом вернемся, да. Да, супер. Вот, в общем, все. Аэропорт Сальта снова. Улетаем домой. Да.